какое-то время назад работал в организации со своим инструментом. Первое время возил железо на работу в хозяйственной тележке. Потом эта тележка закончилась. И я купил себе фирменную телегу DeWalt под названием T-Stack DWST 75799. В 5 раз дороже, чем хозяйственная тележка, которая служит полгода. Покупал у официального дилера DeWalt for You, но на накладной стоит наименование МНПП Axis. По цене ждал, что проблемы начнутся в конце второго года эксплуатации, но ситуация развивалась намного быстрее. Буквально в первые недели использования вылезло несколько конструктивных недоработок. Сразу же выяснилось, что центр тяжести DWST 175799 расположен так, что ее сложно аккуратно поставить на днище. Особенно тяжелую. Как зазеваешься, так телега скребет днищем по полу. Пробовал придержать колесо ногой, так она поворачивается вокруг другого колеса. Еще сразу же выяснилось, что загруженная тележка держит форму только за счет крышки. После открывания ее сложно закрыть, если внутри много вещей. Неприятно, конечно, но третий дефект гораздо серьезнее. Полуоси крышки при движении по мощенной плитке в процессе эксплуатации стали разбегаться в стороны. Видно, что сейчас они обе снаружи на одно деление. Пока я привык к этому дефекту, получил дырки на брюках и порезы на ногах. И только потом понял, что можно было порезать невидного прохожего. В полевых условиях задвинуть эту ось на место без опыта трудно. Фигурная проволока норовит согнуться, и тогда занавес. Уже в процессе досъемок видео выяснилось, что такая же проблема и у навесных боксов, хотя от нее негативных последствий не было. А теперь о поломках. Первым не выдержал фиксатор рукоятки. Раз в пару дней ручка падает с упора. Неприятно, но с этим можно жить. Любопытно взглянуть на руки разработчика. Пробовал поднять рукоятку одной рукой. Очень заковыристо. Буквально за неделю работы рукоятка стала ощутимо болтаться, но работает нормально. Очень надеюсь, что она выйдет из строя недалеко от дома. Второй поломкой стала пропажа фиксатора колеса на оси. Однажды на ходу колесо просто укатилось на газон. Вот эта поломка. Колесо в осевом направлении не фиксируется. Это все произошло примерно за месяц. Когда я связался с тем самым официальным дилером и спросил их про рукоятку и про колеса, DeWalt мне предложил купить новый T-Stack DWST 175799. Напомню, цена была 6526. Что ж, мы в ящиках перевозим не микросхемы, поэтому такая стоимость слишком высока. Снял родную ось. Видно, что место крепления детали сильно корродировало, и точечное крепление перестало работать. При работе с болгаркой всегда одевайте очки, потому что абразив летит оттуда, куда вы смотрите, и увернуться от него не получится. Знаю это наверняка, потому что работаю тем же абразивом. Если вам в голову пришла мысль снять кожух, то гоните ее сразу. Идите в магазин и купите дремель. Без колес не поедешь. Измерил диаметр оси. Дюймовый, но очень похож на 8 мм. Шпильку использовать нельзя, потому что она моментом сожрет пластиковые детали. Пришлось искать пруток 8 мм. В продаже в строителя и в Leroy Merlin не пруток, а катанная арматура для армирования бетона. Тот, что удалось купить, тоже посредственный. Малое количество искр говорит о слабой прочности прутка. Надеюсь, что для наших задач ее хватит. Пруток нашел после недели поисков, вполне прямой. Купил плашку и плашкодержатель. Пруток оказался в плюсе, из-за этого долго не мог начать резьбу. Думал, бракованная лерка, но на болте попробовал, правильная. Рассказываю об опыте эксплуатации и параллельно про ремонт. Когда на нее ставишь перфоратор, поднять телегу не за что. Приходится пытаться обнять небо и ухватить телегу за разные стороны. После нескольких безуспешных попыток смог зацепиться плашкой за железо и нарезать резьбу. Нарезал резьбу так, чтобы ее всю спрятать под гайки, и колеса шли по гладкому. Про ось. По дороге разочарования с работы домой пропало и второе крепление. Остался только штырь. Чем электрик отметит размер? Синей изолентой. Когда будет опубликован ролик про болгарку, в углу экрана появится подсказка.
Пока идет ремонт, расскажу о других впечатлениях по этой телеге. Сама система ТС так держит хорошо. Один прокол из 200. В ящике есть лоток для мелочей, но стоит перевести ящик с места на место, как вся мелочь ссыпается из него в ящик. Колея тележки не подходит под российский стандарт, но в некоторых местах удается пройти на брюхе. Сначала думал поставить на синий фиксатор резьбы, но как снимать, если что? Две гайки, как оказалось, тоже сомнительная идея. В колесе углубление и контргайку ключом не зацепить. Финальная операция. Проверяю, как ось вращается в колесах и в корпусе. Если в углу экрана есть подсказка, значит уже опубликован ролик о полезной магнитной тарелочке. Много лет радовался органайзерам Стэнли, тут такой неоднозначный опыт. Помучившись, собрал, катается. Что ж, будем жить. Спасибо за просмотр.